Всем привет! И сегодня у меня рубрика «Очевидно и невероятно». И сейчас я вам расскажу почему. В общем, вторник у нас, и я сегодня проснулся без будильника. Это во-первых. И во-вторых, у меня до сих пор нету заданий. То есть вчера, как вы помните, во сколько я там, в 4 часа дня я освободился. И вот до сих пор я стою, уже я простоял 14,5 часов. Шикарно, просто шикарно. Я готов сегодня стоять весь день, ничего не делая. Вот. Так как платят мне за сутки, поэтому на зарплату мою это не влияет. Вот такие дела. А я пока позавтракаю, включу свой сериал, который я сейчас смотрю. Вот. Ну и будем ждать задания, значит, что нас сегодня ждет. Такие вот дела. Приятного просмотра. Антибак-тахограф, датчик колейки, лучшие мобильные приложения для успешной и безопасной работы в дальнобое. Ищите в Google Play и App Store. Итак, недолго я посидел, почти успел позавтракать, и прилетело задание. Так, загрузка будет в 11 часов, ехать нам 180 километров, а у нас валит дождь. Но нам это не помеха. В общем, заводимся, слаживаюсь и поехали. А у нас небольшая утренняя пробочка перед Осло. Ну, а я пока с вами поделюсь, какие у меня были первые впечатления, когда я первый раз ехал в Скандинавию и конкретно подъезжал вот к Осло. Кто не в курсе, Осло — столица Норвегии. И вот, обычно вот, когда ты приезжаешь из Европы, то есть из европейских стран работая, там и видел там Париж, там Лондон, Берлин, там Варшава. А здесь ты приезжаешь и видишь такую картину: скалы, довольно-таки для подъезда к столице узкая дорога, всего лишь 2 полосы. Ну и то есть такой лес какой-то, все такое, горы. Конечно, это было впечатлительно. Но самое больше, что меня тогда это поразило в первый приезд, это что не было пробок. То есть их реально не было. То есть пробка в районе Осло была только там в пятница вечер на выезде и понедельник утро на въезде. Все. То есть, да, я еще такое время как-то застал. Не такой был, наверное, большой поток грузовиков, возможно. Вот, но такое было, что есть, я не помню, чтобы была пробка, вот, вторник, среда, там, четверг. Ну, сейчас, конечно же, уже на 2021 год тут ежедневные такие. Ну, опять-таки не пробка, что стоишь тупо, да, например, как под Парижем каким-нибудь, да, или Лондоном. Ну, а здесь ты двигаешься, вот как видите, я двигаюсь нормально, 65 километров, да, 70 уже разгоняюсь. Немножко поползли и поехали. Проезд железнодорожного переезда в Норвегии. Вот тоже интересно, хотел вам показать. Напишите в комментариях, что было бы, если в России проехать на скорости 70 км в час по железнодорожному переезду. Ах, сразу запахло древесинкой. Здесь, в общем, будем мы грузить наш груз. Такая вот большая фабрика деревообрабатывающая. А загружать здесь мы будем как бы уже не доски, а уже готовую продукцию. То есть здесь, наверное, будем мы грузить какую-то, я не знаю, что это, какие-то панели. Вот как костроплита, знаете, такое. Ну, я вам покажу, сфоткаю. И мне главное все загрузить по порядку, в порядке выгрузок. То есть у меня будет 5 выгрузок. И вот все, главное, правильно мне распределить. Ну и вес, конечно же, как всегда, 30 тонн. И здесь, кто привозят бревна,
лес. Сразу вот едут здесь на весы, но мне здесь весы не нужны. И да, кстати, есть, ходит в интернете такая ложная информация, на которой все пытаются хейтить, так сказать, что норвеги не вырубают лес. Смотрите, какие норвеги, они берегут свой лес. Смотрите, как норвеги берегут свой лес. Я сейчас вам дам общий план, как норвеги берегут свой лес и не вырубают его. Поэтому не верьте в эту херню, которую некоторые травят. Ну, одно и то же обычно, если мы смотрим видео про Норвегию, какой-нибудь там блогер, который в жизни из дома вообще не выходил и нигде не ездил, и он рассказывает про Норвегию за кадром, что вот, норвеги так живут, у них так круто. В основном половина информации там неправда. Норвеги вырубают свой лес. Есть одна особенность: норвеги не вырубают молодой лес. То есть молодняк они выращивают, но они вырубают, пилят и так далее. Ну а нам, я думаю, далеко в грязь я не полезу. Стану я за этим вот SP-лендом и пойду в офис. И потом мы, скорее всего, будем заезжать туда, вон, в ворота. Внутри загрузка, сухенькая, тепленькая, поэтому нормально. В общем, пришел, пока стою, жду. Нашел свои документы. И вот я сверяю референс-номер. У меня все мои, вот, город, куда я еду, почтовый код и референс-номер. Я все свои. То есть бумажка подготовленная, 5 выгрузок. То есть загрузка у меня одна, здесь 5 выгрузок будет. И в конце средний вес 29 тонн 936 килограмм. Жесть. Вот. На 11:30 у меня загрузка. Ну, жду, пока кто-то придет. Вот такая вот тут мощная система. Ну, а будем грузить что-то вот из этой серии. Итак, давайте посмотрим, что нас ждет. Вот наша точка, где я нахожусь, собственно, сейчас в Норвегии. Наш Брекскердфос. Так. Вот он. Вот наша Норвегия в целом. Как выглядит. Итак, отсюда мы поедем. Как видите, да, все, горы у нас будут красивые. И вот наша Ода будет, первая наша выгрузка. Ода. Окей, потом с Оды мы пойдем сюда, потом сюда, сюда. Короче, вот здесь вот наш, вот этот вот район будем мы облазить, поэтому будет красиво, интересно. Так что предстоит нам еще очень много где побывать и очень много чего посмотреть. Главное, чтобы были нам интересные маршруты. Ну а ждем пока загрузку. Цифровой профсоюз водителей. 2000 резидентов. Более 20 тысяч долларов фонд. Присоединяйся. Мы своих не бросаем. Что ж, загрузился я. Вот вам, как это все выглядело у меня. Перегораживал я каждый ряд такими вот плитами. Кстати, если пару рейсов сделать, эти плиты можно насобирать и построить себе шалаш какой-нибудь там в горах. Ну, то есть это бесплатно, и это не идет в учет груза. То есть вот так разменная, как мусор, короче, потом это уходит все. Поэтому некоторые собирают, я видел много таких. Ну, это эстонцы, там, литовцы, кто-нибудь, латвийцы, кто домой ездит. То вот я смотрю, что некоторые собирают впереди прицепа себе, ремнями увязывают и везут. Ну, так реально, просто это, ну, такими плитами обшить можно дом бесплатно. А стоит это все денег. Так, все, написал менеджеру, что проверил он маршрут. 515 км мне. Конечно же, сегодня, сейчас уже у меня 12:45. И я уже отработал 2,5 часа вождения, поэтому буду ехать до упора. До куда доедем, до туда доедем.
скорее всего, получится у нас стоять на перевале. Хочу обратить ваше внимание на вот, которые сейчас по дороге, столбы, ограждения. Я думаю, вам сейчас видно, что они ржавого цвета. И да, это не краска, не что-то еще другое, не покрытие. Это на самом деле чистый просто металл ржавый. Не на всем маршруте, где вот пока двухполосная дорога, то вот здесь все выполнено из некрашенного железа. Железо есть, поставили, и все. И оно служит, стоит долго, пока его кто-нибудь... До Осло нам 80 километров, и мы попадем, можно считать, в начало час пика. Ну, посмотрим, как у нас там что пойдет. Ну, в общем, главное, чтобы дождь не шел, хотя вот видно, что впереди что-то там происходит. И сейчас еще мы проедем один моментик такой. Тоже иногда он мелькает в разных путеводителях и путешественниковских блогах по Норвегии. Подвесной туалет. Вот, собственно, мы его сейчас будем проезжать. Он у нас по правой стороне, естественно. Вот лесная такая стояночка. И вот там красненький, если вам видно. Хотя давайте проедем ближе, чтобы вам было понятно. И вот он. Подвесной туалет. И в туалетах этих окна, выходящие, естественно, на фьорд. Кстати, ребята, это у нас не фьорд, я ляпнул неправильно. Это самое большое озеро в Норвегии. Длина его 117 километров. Вот оно такое у нас. То есть с двух сторон в него впадают реки. С севера, со стороны Транхейма, в него впадает река Логен, а уже выходит в сторону Осло река Ворма. И наибольшая глубина этого озера 449 метров. Вот такое вот у нас озерцо. Да, очень длинная, конечно, 117 километров. Виды рыбы, которые в нем обитают, это щука, кумжа, европейский хариус, обыкновенная плотва, речной окунь. Ну, еще есть разные разновидности, которые никто не знает. Как думаете, правда, что по статистике в Норвегии в каждой третьей семье есть своя лодка или катер?
или яхта? Пишите в комментариях. Что ж, время уже идет к закату. Пол шестого вечера сейчас у меня. И мы прыгаем вверх-вниз, вверх-вниз. У нас вся такая вот эта Е134. Речка какая мощная. И мост тоже мощный. Избушка на курьих ножках. Частенько такие попадаются дома. Интересные очень. Ситуация, приплыли. В общем, нежданчиком такое. Ну, короче, ремонт дороги, то есть. Естественно, одна полоса для движения, стоял светофор. И нам почему-то здесь дорожников косяк. Когда, то есть, я стоял первый перед светофором. А за мной стоял нервный норвег, которого я, в принципе, планировал пропустить. Вот. И загорелся зеленый, то есть, естественно, мы ничего не видели впереди, потому что было два поворота. Норвег меня обгоняет, я за ним, и все, мы приехали. Вот. Я вижу, что вдалеке стоит машина у нее, она наклонена, прицеп наклонен, я понял, что кто-то соскочил. Даже если сейчас что-то нарулит, хотя я очень сомневаюсь, 9 вечера, тоннель закрывается. У меня впереди тоннель, который закрывается с 11 вечера до 10 утра. Короче, наработался я. Вот. Ну что, давайте следим за развитием ситуации, как у нас что будет происходить. В общем, есть вариант. Да, нет варианта. Пускать как-то по обочине, я думал, может, сможем проехать. Тут еще и какая-то пилорама орет. Да, короче, ситуация так себе. Так, около часа прошло, и приехал Викинг. Значит, скорее всего, не скорее всего, точнее нам, экскаватор разобрал гору, раскидал камней, сейчас катком это дело укатают. И я так понимаю, по этой дороге нас будут пускать. Нет, наверное, я ошибся, и дорогу нам сделают не скоро. Нет, наверное, все-таки
Сюда мы не поедем. Не-не-не, точно, наверное, не поедем, потому что, мне кажется, есть вероятность сюда потом упасть. Да, ночные приключения. Начинает холодать потихоньку. Сейчас 8 градусов. Что ж, смотрим дальше, что будет происходить. Теперь я понял, для чего насыпали камни, чтобы Викинг подъехал сбоку. Пульт управления всякими ништяками. И вот, собственно, сейчас он двумя лебедками. Обмотают они прицеп. И будем смотреть, что будет происходить дальше. В общем, поговорил я, ну, как поговорил, спросил то, что мог спросить по-английски у водителя, он по-английски разговаривает. В общем, сказал он мне, что вес у него в данный момент в прицепе 37 тонн. То есть, либо он шел с перегрузом жестким, либо у него специальное там, может быть, разрешение или еще что-то. То есть, если у него 37 тонн было в прицепе, то у него общий вес составлял где-то 53 тонны. Я думаю, он шел с перевесом. Ну, получается, общая масса в Норвегии 50 тонн. Ну, не суть в этом, конечно. Это ихние проблемы, как они тут возят. Может быть, может и можно им, я не знаю. Но он говорит, что да, говорит, надо было браться максимум вдоль этого барьера. Я, говорит, этого не сделал. Извинился такой, ну, мужичок классный. Ну вот, конечно. Неудачно так все вышло, плюс земля еще немножко подкосила это, обвалилась мягкая. И вот так вот он встрял. Ну, в общем, еще чуть-чуть, я так понимаю, и в принципе будет нормально. Они его страхуют. Потихоньку рывками дергают и в общем решили, что, наверное, все, освобождают его от цепи, от оков. Все по машинам, все по кабинам. Сейчас что-то будет. Как мы будем разъезжаться, тоже очень интересно. В общем, движуха у нас продолжается. Я скатился назад. Бочку убрали вправо. Я назад. Сейчас съехал до конца. И сейчас Норк, я так понимаю, сдаст назад. И что будет дальше происходить? Вот так они решили. Все, я понял, я поехал. Итак, вот что у меня произошло сегодня, значит, под вечер. Точнее, уже темно было. Ну, я же вам говорил, что будет интересно. Ну, вот оно и вышло интересно. Ну, и потом, значит, начали мы разъезжаться. И задача была найти стоянку. Конечно же, первые все стоянки были заняты, так как ну, люди ехали и, наверное, смотрели информацию, что дорога закрыта, и парковались уже заранее. Поэтому я еще 30 минут переработал. Вот, но я взял распечатку, сделал. Потом напишу на ней что-нибудь. Ну, за это мне ничего не будет, за эту переработку. То есть я покажу распечатку, плюс у меня видео, фотки. То есть, ну, это вообще в Норвегии это не проблема. Если у вас уважительная причина, из-за чего вы переработали свое общее время, то вам за это ничего не будет. Вот. Поэтому такие вот дела. Все, всем до завтра. Пока.